Турция в июле. Это либо лучший отпуск в вашей жизни, либо испытание на прочность. Стоит ли лететь сюда в самый пик жары, когда цены кусаются, а влажность зашкаливает? Сегодня я без прикрас расскажу вам о плюсах и минусах отдыха в середине лета. И поверьте, один минус может полностью испортить вам отдых, если к нему не подготовиться. Досмотрите до конца, я сравню регионы и дам вам список лайфхаков, как минимизировать минусы и насладиться отдыхом в Турции в июле. Начнем с приятного. Почему миллионы людей все же выбирают июль, несмотря ни на что? Во-первых, это, конечно же, идеальное море. Если в мае вы заходили в воду с опаской, то в июле море – это парное молоко. В Эгейском море, Мармарис, Бодрум, Фетие, Кушадасы вода чуть прохладнее, примерно плюс 24, плюс 26 градусов. А температура воды в Средиземном море в районах Анталии, Алании, Сиде, Белека и Кемера достигает примерно плюс 28, плюс 29 градусов. Можно буквально сидеть в воде часами, и это особенно нравится семьям с детьми. Дети не вылезают из моря вообще, и это реально один из главных плюсов июля. А какая идеальная температура воды для вас? Вы любите освежающие плюс 24, как в Бодруме? Или чтобы было как в теплой ванне, плюс 29, как в Алании? Напишите свой градус комфорта в комментариях. Второй плюс – это стабильность погоды. Вы точно не просидите отпуск в номере из-за дождя. Небо в июле всегда ярко-голубое, а фото получаются максимально сочными, без всяких фильтров. И для многих туристов это огромный плюс, потому что отпуск не зависит от капризов погоды. А еще в июле в Турции световой день максимально комфортный для отдыха. Рассвет примерно в 4:30-5 утра, а темнеет около 10 вечера. У вас в распоряжении невероятно длинные вечера для прогулок, когда жара спадет, а воздух наполнится ароматами моря. В-третьих, июль – это пик туристической жизни. Все отели работают на 100% мощности. Лучшие шоу, концерты мировых звезд, масштабные вечеринки у бассейна – все самое крутое происходит именно сейчас. Отели буквально живут своей лучшей жизнью. Персонал еще полон сил, в отличие от конца сезона, когда люди уже работают на износ. Мало кто об этом думает, но это важный момент. Пик усталости обычно начинается ближе к сентябрю-октябрю. Если вы любите движ, июль – это именно тот месяц, когда все включено по максимуму. Ну и мой любимый плюс – фруктовый рай. В июле в самом разгаре сахарная черешня, абрикосы, инжир и первые по-настоящему сладкие арбузы и дыни. Это настоящий витаминный заряд. Даже если в ресторане отеля чего-то нет, местные рынки завалены этим великолепием за копейки. Многие боятся, что в июле цены на базарах взлетают до небес. Я специально сходила на местный рынок и показала, что можно купить на $20. Ссылка на это видео, которое называется «Турецкий базар летом», уже ждет вас в закрепленном комментарии. Посмотрите его сразу после этого ролика, чтобы знать реальную стоимость фруктов. А что для вас важнее в отпуске? Теплая вода в море или сервис и обилие фруктов? Пишите в комментариях, очень интересно узнать ваши предпочтения. А теперь давайте снимем розовые очки и перейдем к той части, которая реально может испортить отпуск, если к ней не подготовиться. И начнем с главного. А главный минус – это жара. Июль в Турции – это не просто жарко, это экстремально жарко. В тени будет плюс 35-40 градусов, а на солнце и все 50. В некоторых регионах к этому добавляется высокая влажность, и тогда ощущение, что вы находитесь в сауне в одежде. Но Турция большая, и июль в Анталии – это совсем не то же самое, что июль в Бодруме. Давайте разберем два главных региона и сравним цифры, чтобы вы понимали, к чему готовиться. Средиземноморское побережье – это Анталия, Алания, Сиде, Белек, Кемер. Воздух здесь днем стабильно прогрет до плюс 38, плюс 42 градусов. В Кемере из-за гор влажность выше, поэтому жара ощущается как в парной. В Алании чуть суше, но солнце еще более беспощадное. Что же касается Средиземного моря, то это парное молоко. Температура воды плюс 28, плюс 29 градусов. Идеально для тех, кто не любит бодрящую воду и хочет просто отмокать часами. Поэтому это побережье лучший выбор для семей с маленькими детьми, потому что вода очень теплая, и любители системы «Все включено», которые не планируют выходить из отеля днем. Эгейское побережье – это Мармарис, Фетие, Бодрум, Кушадасы. Здесь ситуация другая. Воздух днем прогрет до плюс 32, плюс 35 градусов. Здесь постоянно дует легкий бриз с моря, поэтому даже плюс 35 переносится гораздо легче, чем анталийские плюс 40. Вода в море более бодрящая, плюс 24, плюс 26 градусов.
А еще в Бодруме вода всегда на пару градусов прохладнее, чем в Мармарисе. Это дает тот самый эффект освежения, которого так не хватает в жару. Поэтому Эгейское побережье идеально для активных туристов, молодежи и тех, кто плохо переносит высокую влажность и экстремальный зной. В июле забудьте про активные экскурсии. Ехать в Памуккале или Эфес в июле – это сомнительное удовольствие. Вы проведете весь день под палящим солнцем на открытых древних камнях, где температура ощущается как все плюс 60. Второй существенный минус отдыха в Турции в июле – это цены. Это самый высокий сезон, и переплата за тур в июле может составлять 30-50% по сравнению с маем или октябрем. Кстати, а вы сами готовы переплачивать за отдых в пик сезона или предпочитаете бархатный сезон, когда людей меньше и цены дешевле? Напишите в комментариях, какой месяц вы считаете идеальным для отдыха в Турции. Третий минус – это толпы. Июль – это пик сезона. В отелях аншлаг, очереди за грилем на ужин, война за лежаки в 7 утра, когда люди занимают места полотенцами. Это реальность, которая будет вас преследовать. Плюс это разгар мировых школьных каникул. Если вы едете за тишиной и уединением, а попадаете в отель, где сотни детей кричат у бассейна с 8 утра и идет активная детская анимация весь день, ваш отдых будет напоминать детский сад. Если вы ищете спокойствие, это может сильно мешать. Какой минус июля для вас самый критичный – жара, толпы или цены? Если, несмотря на все минусы, вы все же решили ехать в Турцию в июле, ловите мои личные советы, как сделать ваш отдых максимально комфортным. Во-первых, правильно выбирайте регион. Если вы знаете, что плохо переносите жару, выбирайте Эгейское побережье, Бодрум, Мармарис, Фетие. Там легче дышится и есть ветерок. Если все-таки вас манит Анталия и ее побережье, выбирайте отели с большой зеленой территорией, особенно в Кемере. Сосны дают естественную тень, избегайте бетонных городских отелей. Во-вторых, соблюдайте режим дня. На пляж выходите до 11 утра или после 16, чтобы не получить тепловой или солнечный удар. С 12 до 16 дня даже не пытайтесь выходить под солнце. Это время для сна под кондиционером или обеда где-то в тени. И, пожалуйста, не забывайте про защиту. SPF 50 – это не рекомендация, это закон для этого месяца. Закрытая одежда из натурального хлопка или льна также спасет вас в самое пекло. Еще одна важная рекомендация: если вам хочется тишины, то выбирайте отели с концепцией только для взрослых. Слава богу, в Турции их огромный выбор. Это может полностью изменить впечатление от вашего отдыха. Какой же курорт выбрать для отдыха в июле? Не думайте, что Турция – это только Анталия. На самом деле вы даже не представляете, насколько она разная. Каждое лето можно открывать для себя новые места и влюбляться заново. Чтобы вы точно выбрали идеальное направление, давайте разберем, где понравится именно вам. Бодрум – это Турция с душой Греции, белоснежные домики, премиальные рестораны, яхты и самые модные тусовки. Идеально для тех, кто любит эстетику и стиль. Фетхие – мой личный фаворит. Здесь лазурное море, скалы и невероятные бухты. Голубая лагуна, долина бабочек, острова – это рай для тех, кто хочет не просто лежать на шезлонге, а наслаждаться природой и приключениями. Кемер – любовь тех, кто предпочитает горы и сосновые леса. Здесь галечные пляжи, целебный воздух и виды как на открытке. Мармарис подходит вам, если вы ищете баланс между морем и движем. Красивейшая набережная, европейская атмосфера, лучшие закаты и активные тусовки до утра. Алания для тех, кто ценит мягкий песок, теплое море и доступный отдых. Но будьте готовы, транспорт из аэропорта будет долгим, учитывайте это при планировании. Белек – это лакшери сегмент, дорогие отели, лучшие песчаные пляжи и гольф-поля. Если хотите все включено на максималках, вам точно сюда. Выбирайте то, что ближе именно вам. А теперь, когда мы определились с регионом, давайте перейдем к самому главному – как не потерять деньги и не испортить себе настроение в июле. Есть 3 вещи, которые я настоятельно рекомендую вам не делать, пока вы отдыхаете по системе «Все включено». Первое – забудьте дорогу к отельному гиду. Их так называемые эксклюзивные туры – это маркетинговая ловушка. Цена на них зачастую выше в 2-3 раза, чем у местных городских агентств или при бронировании онлайн. Те же самые автобусы, те же гиды, та же страховка, но без наценки. Не кормите посредников, в эпоху интернета это просто не имеет смысла.
Второе. Не спешите доплачивать за поздний выезд из номера. Отели часто просят за это от 50 до 100 долларов, пугая, что вас выселят в 12. Но смотрите, вы имеете полное право пользоваться инфраструктурой отеля, барами, ресторанами, бассейнами до самого приезда трансфера абсолютно бесплатно. Просто сдайте чемоданы в камеру хранения, а привести себя в порядок перед вылетом можно в спа-центре отеля. Там всегда есть раздевалки и душевые. И самое главное, забудьте про магазины на территории отеля. Кожа, золото, текстиль и даже сувениры там стоят как крыло самолета. Зайдите в любой такой магазинчик и увидите цены в евро или долларах, рассчитанные исключительно на туристов. Выйдите за забор отеля, пройдите буквально 500 метров до ближайшего супермаркета или городского базарчика. Там те же самые товары стоят в 2, 3, а то и в 5 раз дешевле. Почувствуйте разницу, как говорится. А вы знали об этих уловках или, может, даже когда-то попадались на них сами? Расскажите в комментариях, на чем в Турции пытались развести именно вас. Давайте предупредим остальных туристов. Так стоит ли ехать в Турцию в июле? Мой ответ однозначно да, если вы обожаете теплое море и ночную жизнь. Но если же вы хотите тишины и прохлады, лучше подождите до сентября. А как вы считаете, какой месяц идеален для отдыха в Турции? Пишите в комментариях и не забудьте подписаться, здесь все о жизни и отдыхе в нашей любимой Турции.